Добрый день, меня зовут Евгений Бужьев. Сегодня мы поговорим про бактерию Helicobacter. В последнее время, лет, наверное, 15-20 уже, наша медицина решила в угоду фармакологическим компаниям переиначить причины возникновения гастритов и язвенных болезней. Если раньше всегда, все пожилые врачи знают, учили и объясняли, что гастриты и язвенные болезни возникают из-за того, что человек много нервничает, потому что во время стрессов происходит активация парасимпатической нервной системы, которая усиливает выделение желудочного сока, усиливает кислотность желудочного сока, и, соответственно, на этом фоне все заболевание развивается, вызывает спазм мышц желудка, желудок перестает нормально работать, начинает переваривать, с избыток кислоты начинает раздражать и переваривать слизистую, образуется воспаление, и потом, соответственно, на этом фоне уже и язвы. Всегда так было и всегда так учили врачей. Соответственно, если это так, то достаточно просто попринимать что-то успокаивающее. Там самый простой вариант, всегда советую рецепт из 3 трав. Валерьяна, календула, ромашка. 3 травки вместе взяли, смешали, выпили, заварили как чай, или вместе с чаем, или вместо чая, выпили на голодный желудок, и получите прекрасный, замечательный эффект. То есть успокаивают слизистую желудка на ура, без всяких таблеток, без всяких лекарств. Сейчас же решили сделать по-другому. В связи с тем, что во время язвенной болезни часто в желудке находят бактерию Helicobacter, решили назначить ее ответственной козлом отпущения за развитие кислотности, за развитие язвенной болезни и гастритов. Но разве тот факт, что она там находится, разве говорит, что она их вызывает? Просто бактерия Helicobacter любит кислую среду. Поэтому, естественно, как только в желудке появляется избыток кислоты, бактерия Helicobacter с удовольствием там селится и живет там до тех пор, пока этот избыток не уйдет. Поэтому, как правило, при гастритах и при язвенной болезни, которые протекают с избыточной кислотой, всегда там, раньше или позже обязательно появится Helicobacter. Но на самом деле она к гастриту отношения и к язвенной болезни, к возникновению язвенной болезни отношения не имеет. Она просто живет там, где ей комфортно, и все. Она не вызывает язвенную болезнь. Почему фармкомпаниям выгодно и удобно назначить Helicobacter ответственный и виновный за развитие язвенной болезни? А все очень просто, потому что, как мы сказали, если виноват стресс, то стресс убирается легко и практически почти даром. А если виновата Helicobacter, значит, во-первых, нужно курс антибиотикотерапии пропить. Да? После курса антибиотикотерапии мы на нет сводим бактерии, полезные сапрофитные бактерии в своем кишечнике, то есть вызываем дисбактериоз, или как его сейчас называют, дисбиоз. Значит, нам потом нужно несколько лет пытаться восстановить эти бактерии, которые мы убили с помощью антибиотиков. Да? Плюс сейчас ввели такой препарат, как Денол. Но опять не сейчас, уже много лет им пользуются. Денол – это соль висмута. Висмут – это тяжелый металл группы мышьяка. Он убивает печень за 2 недели приема на ура. То есть убить печень можно, но потом вы ее восстанавливать будете тоже если не годами, то во всяком случае месяцами. Соответственно, вам нужно будет потом принимать всякие гепатопротекторы и так далее, и так далее, и так далее. То есть кучу препаратов еще для восстановления печени. Представляете, сколько вы потратите деньги на аптеки, сколько вы там оставите своих средств, я уже не говорю про здоровье. Потому что на самом деле после Денола, и после антибиотикотерапии вы потом все это не восстановите. То есть теоретически можно, а практика показывает, что это до конца на 100% убитый организм вы не восстановите. Поэтому фармкомпаниям это просто выгодно, потому что они сажают вас на несколько лет на прием вот этих препаратов.
Соответственно, а при чем здесь хеликобактер? А хеликобактер здесь вообще никакого отношения не имеет. Вот. Но зато, назначив ее козлом отпущения, мы получаем такой прекрасный вид лечения, прекрасный для аптек, вот, не для вас. Поэтому на самом деле не надо пытаться лечить хеликобактер, нужно просто в крайнем случае, если вы, во-первых, что-то успокаивающее, посмотрите, на сайте у меня есть статья «Стресс». Самый оптимальный вариант снятия стресса – это физическая нагрузка до пота. То есть вы оптимальный вариант, без всяких лекарств, даже без трав. Совершенно спокойно. То есть стресс снимается, стресс хорошо снимается. И разрушает он организм не тогда, когда вы его испытали, а тогда, когда вот эти эмоции накапливаются, когда вы их не убираете. Вот, поэтому успехов вам в борьбе с... Нет, не с хеликобактером, с гастритом и язвенной болезнью. Всего вам доброго.